Вернулась моя клиентка-прогульщица, которая загуляла с пудровыми ногтями и, в общем-то, все ногти сама себе сняла. Сказала, что размачивала, как я показывала. А еще притащила мне подарочек, запомнила, какими конкретно пудрами я работаю, и сказала, вот, купила тебе классную оранжевую. Ну, а меня ждет здесь снова борьба с ее кутикулой. Кто смотрел первые серии этого сериальчика, знает, что там просто плачевное состояние кожи, очень тяжело отодвигалась кутикула, особенно в первые разы. Здесь, конечно, подзаросло, но, тем не менее, я считаю, что все очень даже неплохо. Как вы видели, некоторые у нас ногти поломаны, но честно хочу сказать, что пудры, на самом деле, их чинить очень просто. Ну, точнее, даже чинить особо-то и не нужно. То есть ты просто покрываешь поверх этой трещины, и ничего тебе за это не будет, потому что ноготочек натурально выступает всего лишь под ложкой. А сама пудра будет иметь очень такое прочное основание, ну или каркас, если хотите. В общем, здесь мы все отодвинули, обработали кутикулу, а срезать мы ее не будем, потому что сначала нужно будет выполнить покрытие. И план у меня был такой, я планировала сделать френч. И хочу признаться, это будет мой прям первый френч в технике пудрового маникюра. Я посмотрела онлайн-курс и сегодня буду прямо вместе с вами пытаться сделать это в первый раз сразу как нужно. Забегая вперед, хочу сказать, что френч получился, ну, прям позорный по гель-лаковым меркам, но по меркам пудры, я думаю, что все очень даже неплохо. Напомню, что это не просто клиентка, а клиентка с реакцией на любое гелевое покрытие. У нее случается ожог, ногти отходят, все покрывается геморрагиями, это такие полосочки, которые похожи на заноски. В общем, ничего хорошего с ногтями не происходит, и, к сожалению, это никак не поправить. Поэтому альтернатива у нас только одна. Это вот такой вид пудрового покрытия. У меня это Titanium Nails, так называется бренд. В общем, смысл заключается в том, что тут не будет никакой полимеризации в лампе, все сохнет на воздухе. Но многие считают, что пудровые ногти это какой-то ограниченный спектр дизайнов или тех же самых ремонтов. Но, как видите, ремонт выполняется просто на форму, как обычно. А дизайн у нас сегодня будет прям такой максимально классический. Мы сегодня сделаем френч. Его делать, конечно же, сложнее. Когда смотришь на онлайн-курс, кажется, что вот сейчас я прям пойду и сделаю. Ну, что там, насыпал в баночку, макнул, и вроде как все хорошо. И даже рисовать френч не нужно. Но оказалось в процессе отработки, когда мы пробовали, что очень важен угол наклона пальца. Клиент неосознанно пытается тебе помогать и начинает как бы сам обмакивать палец вот в эту пудру. И на выходе ты получаешь не совсем правильную линию улыбки. Ну, честно скажу, моя линия улыбки получилась просто отвратительная по мне. Ну, потому что это прям вот позорище просто невозможное. Но зато спустя 10 пальцев, то есть спустя полноценный маникюр, я все-таки поняла, как нужно держать палец клиента и под каким углом его опускать в эту ванночку. Ну, знаете, все-таки приходит с практикой, и пока не попробуешь, ничего точно не поймешь. Объяснять саму технологию, наверное, я даже не буду, потому что нет в этом смысла, правда. Нужно как минимум смотреть онлайн-курс, а как максимум, конечно, все-таки живые какие-то курсы или, может быть, мастер-классы от создателя, потому что я неоднократно еще видела мастер-классы, правда, с однотонным покрытием в исполнении самой Александры Егоровой. Это как раз-таки ее продукт, потому что мы пересекаемся на офлайн мероприятиях, и, честно говоря, она делает это виртуозно и очень круто. В общем, я, как обычно, ссылку оставлю. Кому интересно, переходите. И хотела бы сказать еще о том, кому все-таки такое покрытие нужно рекомендовать. Потому что часто мне задают вопросы, а вот что вот, значит, гель-лак это вообще прям вредно, и нужно теперь только пудру делать? Нет. А я хочу сказать, что пудровые ногти – это чудесная альтернатива для тех клиентов, кому нельзя, у кого случается реакция, для тех клиентов, кто хочет попробовать что-то новенькое, для тех клиентов, кто любит быструю процедуру, потому что титановые ногти это все-таки очень быстро. Подойдет тем клиентам, кто любит очень прочные ногти, потому что они
но реально как будто из титана, действительно, не просто так их так называли. Вот сейчас это все выглядит как пельмешки, пирожочки, но на самом деле после небольшого и достаточно простого опила все становится просто прекрасно. А вот этот момент, это прям самая моя любимая часть в этой технике, потому что с помощью алмазной фрезы вычищается вся зона вокруг, ну, точнее, по периметру кутикулы, и все это так круто отлетает. Мне просто вот, ну, невозможно нравится именно опиливать алмазными фрезами. Я использую фрезу и с острым носиком, такого как пламя, например, и также каплю использую. И только после этого мы выполняем срез. По желанию можно зашлифовать. Я в последнее время предпочитаю метод шлифовки. Мне очень нравится делать это шариком. Ну и, собственно говоря, после всего этого нам останется только перекрыть топом, который здесь наносится в 2 слоя. И даже тут есть очень интересные нюансы из серии, какое количество раз можно провести кистью на первый слой топа. Там на самом деле очень глубокая и необычная философия в этом маникюре, поэтому советую заняться. Ну и самое главное, почему нужно делать титановые ногти, потому что это расширит перечень ваших услуг, и вы сможете охватить ту аудиторию, то есть ту часть ваших потенциальных клиентов, которая не может к вам прийти на гель-лаковое покрытие. Ну и вообще это клиенты под кабинет по мне, потому что пудра и пленки это как раз тогда, когда не получается сделать гель-лак. А тут мы с клиенткой выбирали, точнее, ей показывала, что есть такие штуки, как мисты. То есть вариант, когда ты не хочешь мазать руки кремом, потому что тебе все липнет. Ну, можно просто побрызгать вот такой классной увлажняшкой. Пахнуть будет хорошо и выглядеть красиво. Ну, а наш френч